Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топ Геймс. В сегодняшнем видео я не хотел бы никого задеть и самое главное кому-то насолить, просто снять такой видос, потому что мне кажется, что сейчас колеблется вот эта вот чаша весов за и против того, продолжать ли нашу ярмарку. Несмотря на то, что официальный источник гласит о том, что ярмарка будет цикличной и будет повторяться, и если вы не успели какие-то события забрать, то все равно вы их заберете в следующий раз, то сейчас у нас поступает информация, которая достаточно печально смотрится и читается с уст разработчиков. Итак, ребят, в сегодняшнем видео хотел бы снять, чтобы все-таки наша чаша весов перевесила. И все-таки ярмарка стала цикличной, появляться раз в месяц. Потому что пока что посоревноваться по крутости лута с ярмаркой не может ни одна локация, ни одно событие за все существование игры Last Day Survival. Я думаю, что даже если вы на первом этапе ярмарки, вы уже заметили, насколько крутой лут дается за талоны и насколько приятно здесь проводить какое-то время. Я готов, ребят, подписаться под тем, чтобы ярмарка была ежемесячной. И, пожалуйста, прямо сейчас важно поделитесь этим роликом, чтобы он набрал больше просмотров. Может быть, нас заметят. И правда, ярмарка станет тем, что будем добывать и дальше. То есть под угрозой у нас стоит вот что. Под угрозой у нас стоит вот эти вот всяческие финдерклюхи, которые у нас есть. В принципе, много чего пооставалось еще и с прошлых разов, но 7 уровень. Я пропустил несколько, все-таки я не с первого дня начал третью неделю качать, вернее третий этап. И у меня всего лишь там чуть-чуть не хватает для того, чтобы завершить все. Что я хотел сказать в этом видео? Я хотел бы показать вам несколько информации какую-то. Вот, как видите, Катажинка наша очень хорошая девчонка, она вот сделала что. Здравствуйте, хотел бы спросить, появится ли у вас ярмарка еще раз, поскольку задания очень сложные, не все игроки смогут забрать цистерну с топливом, поэтому я хочу узнать, будет ли возможность ее забрать в ближайшем будущем. Мы знаем, что даже если максимально там с каким-то вливанием и с, как говорится, по откату все фармить, то цистерну практически не добить. Мне кажется, что это сделать очень сложно. Очень сложно. Поэтому хотелось бы, чтобы ярмарка как минимум появилась еще раз и, естественно, дала возможность и надежду на цистерну с топливом большущему количеству игроков. Это 100% нужно. Ну и я понимаю, что многие бы не отказались от такой цистерночки. Я также хочу сказать, что последовал и в ответ на эту тему, потому что вот что немного напрягает. В принципе, однозначного ответа мы здесь не увидели, что значит, что может быть и правда разработчики колеблются и все-таки думают оставлять, не оставлять, делать, не делать. Очень сильно хотелось бы, чтобы все-таки ярмарка продолжала жить, быть и процветать. Так, здравствуйте. На данный момент текущий этап ярмарки является завершающим, что не есть очень плохо, потому что, в принципе, много чего сейчас мы можем посмотреть и на каждом вот этом, на каждой вот этой штуке, то есть 0,9, 10, то есть бы завтра уже все, вот это все поисчезает. Если бы ярмарку они хотели продолжать, и она будет цикличной в следующем месяце, то эти бы ресурсы остались и как минимум бы теребили, надежду на то, что все-таки ярмарка будет, ярмарке быть. Ну а пока что вот так вот. Итак, ребят, дальше что хотелось бы сказать. Возвращаемся к тому, что написано. Чтобы получить последний приз, потребуется немало труда и терпения. Выполняйте все задания ярмарки, получайте предметы, которыми можно прокачать уровни. Возможно, в будущем ярмарка вернется, то есть нам все-таки надежду оставляет. Но зачем тогда ресурсы уничтожать, которые все-таки временные? Очень печально. Которые можно прокачать уровни, да, которыми ярмарка получит предметы, которые можно прокачать уровни. Но я думаю, что это все в будущем ярмарка вернется. Также может произойти такое, что цистерна станет наградой за какое-либо другое событие. Мы уже когда-то стыкались с тем, что и холодильник, и бар, у нас такие темы появлялись. Нам тоже, в принципе, возможно, но, увы, так холодильник и бар не появились. Но хотя мне кажется, что может быть цистерна появится точно так же, как холодильник и бар в продаже.
То есть его можно будет купить. По сути, купить это круто, с одной стороны, все-таки это возможность. Если у вас появятся вопросы, то туда-сюда, ну, короче, это интересно. Но, да, честно, купить, я думаю, что будет все равно дешевле, чем купить вот эти вот книги, потому что, если по моим подсчетам, мне нужно больше 100 штук, и это бешеные деньги для меня просто. А если смотреть в других регионах, то там ребята должны потратить сотни долларов, чтобы просто прокачать это дело. С одной стороны, ну, это круто, с другой стороны, не очень. Ждем, надеемся на то, что ярмарка просто-напросто не подкачает, и мы сможем насладиться ею еще раз, как говорится, next, последний мы, я не знаю, через месяц, например. Через месяц все задания повторятся, все события повторятся, и ярмарка тоже приедет к нам для того, чтобы все-таки смогли забрать награды. Вот к чему я веду и зачем снимаю этот видос. По-моему, это последние деньки, когда можно конфетишным оружием насладиться. И вроде бы мне говорили, что, Михалыч, ты, наверное, из-за того у тебя все так плохо, потому что ты вот эти вот конфетишные оружия не использовал. Ребят, я максимально использовал все, что можно, и все равно у меня практически ничего не получилось. Ну что, я надеюсь, что все будет чики-бомбони. Поехали на Omi and Dash, постреляем немного и все-таки попробуем набить недостающее количество всяческих интересных вот этих вот вкусняшностей, которые нам может предоставить ярмарка. Я в надежде получить еще несколько талонов повоюю, потому что, честно, ради талонов сюда и хожу. Даже если я каникул не получу, талоны это лучшее, что со мной случалось, и это очень круто. Так, приятно здесь получается, как вы видите, за каждое попадание, за каждый урон я получаю опыт ярмарки, и это просто шикарно, но, как говорится, вот это вот оружие конфетишное работает на все денежки. Я думаю, что если бы возможность чинить это оружие сделали, то вопросов бы о продолжении ярмарки не возникало, потому что практически все имеют доступ к ВИПу и чинили бы эти фанскары, проходили нужные локации, как минимум бы получали вкусняшности и все то, что доктор приписал. И я вам скажу, что достаточно серьезный кусок вот этого вот опыта можно получить просто используя фэнскары. То, что, ну, не только фэн-калаши, там другие оружия. Итак, смотрим. Вот, у меня, в принципе, уровень залетел, потому что из-за того, что я пострелькал с нашего фэнскара. Прикольно. Я также хочу посмотреть, будет ли работать эти же оружки здесь. Если же нет, ну, в принципе, есть ли смысл сливать вот таких вот дядек яростных гигабайтов. Они достаточно серьезные противники. И, как вы видите, очень и очень таки приятно залетает опыт. Опыт. Потому что здесь теперь вы знаете, что не обязательно их сливать. Что эти дядьки, они достаточно добряки, какие-то неторопливые. Ну а нам сейчас что нужно? Нам нужно побольше опыта, который нам даст. Даже я готов их слить даже. Почему бы и нет? О, ты чё? В траве они очень мило прячутся. Главное не загнать себя в какую-то, как говорится, в тупик, и будет все хорошо. Опять-таки же получаю опыт, фэнскары делают ветер. Но, увы, очень мало количества фарма вот этих вот конфетишек нам добавили в игре. И вот где собака порылась, именно здесь мы имеем достаточно неприятный. Вот вам, ребят, я сам себя зажал. Итак, ударил. Еще раз. И только отбиваемся, да? Прикинь, не обходит с этой стороны. Сам себя зажал. Ладно, шоколадно. Я получаю максимально, где могу, вот эти вот ачичи. И самое главное, что фейерверки будут запущены. Даже теперь и тот дрон не нужен, который будет привлекать внимание. Хотя тут их сливать и не надо. Просто пришел миленько. Обошел все вот эти точки, собрал их в кучки. И они неторопливо не успевают ничего сделать. Так, а дрон будет выпущен? Дрон не выпущен, потому что я слил их. Я крутой пацан, да? Ну вот, лишние редкие купоны появились у меня тоже.
Дальше интересней. Тут больше негде получать эти опыты, и мне приходится, ну, как минимум, следовать за вот этими лабораторными канализациями, полицейским участком, фермы, бункер Браво, транспортный хаб. Есть куча мест, где можно поднять себе настроение. Уровень я не поднял, но давай начнем с того, что все-таки поднял немного, 3700, то есть в процентной ставке это достаточно много. У меня было 7%, сейчас 42%. Достаточно много, и это очень приятно. Эти оружия достаточно быстро прокачивают вам опыт, но достать их, еще раз хотел бы сказать, очень сложно. Сложно, но возможно. Заберем еще разочек награды, и не всегда здесь огнестрел. Но, тем не менее, все равно остаюсь верен тому, что это самое топовое, что может быть в игре. Итак, ребят, как вы думаете, стоит ли? Как вы думаете, нужно ли? Как вы думаете, будет ли? Будет ли ярмарка еще? Стоит ли пытаться пройти максимально? Или просто, ну, все, не прошел, да и дальше не стараться? Очень, конечно, это расстраивает, но я думаю, что нам разработчики специально закинули эту информацию, потому что они хотели просто-напросто накалить вот эту вот обстановку между нами и ярмарками. И все-таки ярмарка будет продолжать циклично появляться у нас в игре. Я оптимистически отношусь к этой информации, поэтому хотел бы, чтобы вы присоединились к этой теме, поставив лайк, написав комментарий, подписавшись на канал, а самое главное поделиться этим роликом, чтобы большее количество людей узнало, и все-таки ярмарку мы увидим еще разочек в следующих обновлениях и будем наслаждаться ей со всей силы. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам это интересна была информация. И я хотел бы, чтобы больше ребят, ну, как минимум, верило в то, что можно получить награды, даже не донатя десятки тысяч. Ладно, просто наслаждаясь игрой, получать все, что можно добыть в игре. Все, больше ничего и не надо. Спасибо. Пока. Увидимся в следующих видео.